Всем привет, с вами Руслан на связи, и сегодня мы поговорим про седьмой и восьмой урок по вождению. Я их уже прошел, расскажу, что нового узнал. Как вы знаете, чтобы в Ирландии получить права с нуля, вы обязаны пройти обязательных 12 уроков по вождению, да. В каждом уроке там есть определенная тема, да, и вам она раскрывается, вы узнаете что-то новое, то есть пробуйте не просто, а именно на практике вы это сразу реализуете, что очень важно. Сейчас я катаюсь англоязычным инструктором, то есть мы подготавливаемся уже к главному тесту, осталось еще 4 урока, да, и уже можно будет записываться на главный тест. И, как говорится, если я сдам этот главный тест, то я уже получу new драйвера и буду кататься, можно сказать, без ограничений. То есть, ну ладно, все поподробнее расскажу в ролике. Оставайтесь со мной, кто тоже идет к такой же цели, как я, получить ирландские права с нуля. Повторюсь, в Украине у меня не было прав и никогда вообще я не ездил. То есть я делаю все с нуля, просто с нуля на 100. Надеюсь, что я вам помогу в этом, потому что я записываю ролики уже, я не знаю, какой-то, это уже пятый или шестой ролик, да, я начинал с того, как изучать теорию, как сдал тест по теории, и дальше мы идем к этой цели. В описании к этому видео будет плейлист, и вверху здесь будет вам подсказочка, переходите на него, и там конкретно, подробно я с самого начала рассказываю, как идти, да, пройти этот путь сначала до получения прав в Ирландии, а потом я буду покупать автомобиль, и это будем рассказывать, будем про страховку, про иншуренсы, то есть вы понимаете, информации очень много, и она идет постепенно, то есть я прохожу какой-то шаг и про него рассказываю, то есть это не быстро, вы со мной пройдете, не знаю сколько, да, может все это еще займет полгода, а может и больше. Пока мы не начали, ребята, хочу всем посоветовать прекрасный сервис по переводу денег под названием Paysend. Ребята, так приятно смотреть, что ты помогаешь людям. Я записал первый ролик про Paysend, который залетел на ютубе на 22 тысячи просмотров, ребята. То есть я помог многим людям переводить деньги с умом, по хорошему курсу. А если вы регистрируетесь по моей ссылочке, которая будет вот здесь вверху, которая будет в описании к этому видео, а также ссылочка на вот это вот видео, где я подробно рассказываю про то, как работает этот сервис, вы получите от 1 до 5 переводов бесплатно, плюс бонусные промокоды. То есть, если вы регистрируетесь по моей ссылке, вы ничего вообще не теряете, а только приобретаете. Это чудесный сервис, прекрасный, который работает молниеносно, быстро. В течение 2-3 минут деньги уже зачисляются на карту, да, к тому, кому вы ее, ну, деньги отправляете. То есть с любой карты Европейского банка вы можете отправить денежку на любую карту украинского банка. Это очень важно сейчас в наше время, помогать своим друзьям, родственникам, знакомым. И этот сервис под названием Paysend поможет вам молниеносно перевести деньги. Хороший сервис для фрилансеров, для тех, кто работает с криптой. То есть вы моментально можете пересылать, отправлять, то есть играться деньгами своими, как вы хотите. Всем советую пользоваться проверенным, позитивным и сервисом, который думает о людях и предлагает самый лучший позитивный курс. Так, ну что, начинаем наш разговор. Прошел я, откатал, отмучил, отъездил седьмой и восьмой урок. Все хорошо, все отлично. Как всегда были косяки, как всегда были, да, недочеты. Без этого никак, потому что я все делаю в первый раз. Для меня каждый новый урок это, да, как идти в прямом смысле первоклассникам в первый класс с рюкзаком, все это смотреть, все эти тетрадки, пеналы, буквы и так далее. Все непонятно, но мы боремся. Смотрите, что было в этом уроке, да, нового. Нового это мы делали уже конкретно паркинг и делали такую вещь, которая будет в главном тесте, она будет, да, ну, самое такое сложное считается. Это когда вы вот паркуетесь у бордюра, вот, да, вот улица, да, такая, ну, средняя ширины, да, улица, вы паркуетесь у бордюра, и здесь вот поворот, да, то есть, и вам нужно вот так вот э, от этой, да, от бордюра, вот так вот задним ходом, вот так вот проехать, повернуть, вы поняли, и припарковаться у бордюра, буквально там еще метра 3 отъехать от стоп-линии, да, то есть там стоп-линия, и вы так должны вот получается, полукругом, да, вот так вот припарковаться. Вот это вот
одной из самых, говорят, самых сложных, да, маневров, которых вам нужно сделать на, ну, уже на главном драйвер-тесте, да, чтобы получить new драйвера. То есть и вот все, в 8-м уроке, получается, мы это проходили. Сразу отвечу на вопрос, кто смотрит меня впервые, да, именно включил это видео. У меня огромный плейлист есть, где я рассказываю все с нуля своего первого движения в сторону получения прав. И расскажу, например, почему у меня, я сразу беру по 2 урока, да, то есть по 2 часа. Я жил в маленьком городке, а главные тесты, да, чтобы получить, ну, уже права, да, ну, не learner, не ученические права, а сдать уже на new драйвера, да. То есть вам нужно ехать в большие города, то есть это в маленьких поселках, городках это не сдается, то есть нужно ехать в большой город. Был такой вот момент, то есть мне, как вариант, брать садиться на автобус, приезжать в тот город, ну, в котором я катаюсь, да, где школа и где я буду сдавать этот тест. То есть тратить это время и кататься по часу, да. Либо мне предложили такой вариант. Я беру уроки по 2 часа, да. Раз это как бы даже лучше с той стороны, что ты больше катаешься, больше сконцентрирован. Но обратно же, кому как удобно. Мне удобно было сразу по 2 часа. И вот почему еще я так реализовал это. Потому что ко мне приезжает мой инструктор с того города. Это время не считается. Просто он приезжает, просто они как бы пошли мне на уступки. Я сажусь в эту машину, и мы едем сразу. Получается, чтобы мне доехать до города, в котором я буду сдавать тест, да, ну, который главный наш аккаунте, да, обычно это так происходит, то есть мне ехать 25 минут. То есть получается час почти времени, да, ну, там, может, даже 20 минут. Ну, смотря как пробки, как ты так будешь ехать быстро, медленно. То есть, грубо говоря, ну, 20 даже минут. То есть 40 минут мы тратим на то, чтобы просто по трассе ехать по прямой, вы поняли, да, к городу и обратно. То есть, по факту, первый час я трачу, типа, ну, просто на то, чтобы, да, лучше закрепить там езду по трассе, да, по дороге, там повороты, вы понимаете, да, то есть мы даже в этих 2 уроках мы заехали даже на эту, как его, э, на petrol station, да, то есть на заправку, я заправил машину даже, мне позволили, то есть я посмотрел, даже я сделал это даже впервые, вы понимаете, то есть я никогда с этим не сталкивался, и здесь даже это сделал, то есть как бы опыт с каждым новым, да, уроком, конечно, он прибавляется, ты узнаешь, то есть все, то есть пошел дождь, там, включить эти, как его, штучки эти, да, чтобы вытереть лобовуху, то есть, ну, то есть каждый раз что-то новое узнаешь, включаешь там. То есть я в прямом смысле в мире автомобилей я, конечно, ноль. То есть и вот в прямом смысле, конечно, эти уроки, они важны, они реально, ну, то есть я сейчас как бы уже нифига себе чувствую себя. То есть и вот в этих уроках мне сам учитель сказал, ты уже прям по трассе прям едешь, то есть я впервые даже, знаете, ты едешь так напряженно, схватаешь тут руль, да, и держишь вот так вот. А вот сейчас я уже ехал по трассе, просто там даже руку одну там, да, ну, отпускал там на что-то зачесалось там, а то первые уроки ты схватил тот руль, ты не можешь его отпустить, у тебя нос чешется, а ты боишься отпустить, чтобы даже почесать нос тут, понимаете? Сейчас уже более уверенно. То есть, понятное дело, я сейчас езжу на одной машине, это Volkswagen, да, Гольф. Ясно дело, пересади сейчас меня на другую машину, я уже буду не так себя комфортно чувствовать, потому что тормоз, газ, там все же в каждой машине, оно все индивидуально. То же самое сиденье настроить. Я себе уже поднастроил на сиденье наконец-то, потому что где-то, не знаю, только с 5-6 где-то урока я нормально построил себе э, сидение. То есть это очень важно, поверьте. Я думал, это абсолютно не важно, а это очень важно, как ты сидишь, как ты настраиваешь себе сидение. Я как бы не маленький, да, такой парниша, почти под 100 килограмм и 1,86 м, и машинка не слишком большая, да, и мне сложно было все это отрегулировать, высоту, вы поняли, да, чтобы ноги не упирались в руль. То есть, но я это уже настроил, сделал, все отлично. То есть, по факту, мы потом в городе отрабатывали именно реверс, да, то есть реверс. То есть, мы все делали парковка, развороты, обратно же развороты делали бесконечные. И вот эти вот повороты, я не знаю, как их правильно даже называть, напишите в комментариях, если вы знаете, что, как, когда вот это полукруг ты разворачиваешься, вот так вот, как это назвать, даже, я не знаю, даже по-английски, честно, напишите мне, чтобы я понимал, да, правильно, как потом говорить это, объяснить. То есть, вы стоите вот здесь припаркованным, и вы задним ходом вот так вот чик, выравниваетесь и паркуетесь, получается, ну, вот здесь, да, то есть вот здесь.
я не знаю, как это правильно назвать, то есть мы это делали. Обратно же roundabout, то есть кольцевые дороги, да, то есть круговые, кто как называет, кольцевая дорога, то есть обратно же повторяли это, когда ехали в город, да, в этот, то там штучки 3-4 нужно проехать roundabout, да, то есть и обратно же мой инструктор, это сейчас женщина, да, то есть там проедет на первый съезд, на второй, на третий, вы же понимаете, что там, чтобы на каждый съезд, оно все по-разному. Если первый съезд, то вы едете как говорится, не внутри круга, да, а вот так вот поверху, да. Если там второй, третий уже, то вы едете внутри круга, максимально прижатым к этому кольцу. То есть я просто рассказываю, как оно есть, может кому-то это будет сразу полезно, чтобы вы понимали. Но обратно же, практика это все наше. Что еще было? Обратно же, она меня провела по маршруту впервые. Мы проехались по маршруту, по тем местам, где проходят вот эти главные, да, тест. То есть они все это знают, понятное дело. И она просто, мы проехались, она показала и рассказала, что там тоже сколько-то там 10 или 12 пунктов вам нужно сделать. Сам тест длится от 40 до часа. То есть все зависит от тебя, как, ну, сам инструктор, да, смотрит и понимает, нормально ли ты, либо дать тебе еще шанс, еще сделать какие-то маневры, чтобы понимать, да, как говорится, это инструктор, уже инспектор, можно сказать, да, там, который будет проверять, принимать у вас экзамен. И мы проехались, она показала, что вообще, ну, меня ждет там, да, там парковка, езда по дороге, по прямой там, то есть повороты, ясно дело, раундабouты, то есть и обратно же техника безопасности, то есть это главное, говорит, чтобы ты постоянно, говорится, своей головой вертел, крутил. Вот когда мы разворачивались, просто когда ты, да, вот стоишь, ну вот дорога, да, и тебе нужно просто развернуться, а она узкая, да, узкая, то есть и ты должен что правильно, вывернуть руль, раз, раз, вы понимаете, да, вот эти все маневры делаете. И что, когда ты делаешь каждый маневр, ты обязан посмотреть в mirror, то есть в зеркала, 3 зеркала, а потом еще слепые зоны. То есть вы понимаете, да, заднее сиденье вот так максимально открыть, даже лучше окно, да, и прям в окно выглянуть, слепые зоны, чтобы не было детей, животных, то есть потому что, ну, вы понимаете, в любой машине, в любом автомобиле есть слепые зоны. Всего вы не можете видеть, ну, никак просто. И вот ты должен постоянно вертеть этой головой, постоянно, перед каждым маневром, перед каждым поворотом, ты должен все следить. И когда едешь даже по трассе, ты обязан каждые, она сказала, 20 секунд, ну, 20 секунд, 30 секунд смотреть во все зеркала, то есть по очереди, раз, два, три, то есть ты смотришь, да, чтобы все было четко, чтобы все ты мог контролировать, чтобы ты ехал и был всегда на чеку. Вот когда мы въезжаем ну, в город уже, да, то там, конечно, вообще движение такое, конечно, там уже, да, напряжно. В этот раз даже сзади нас ехала гарда, то есть, смотри, гарда едет, я, блин, вау. А мы по городу там едем, припаркованы эти все машины, ты стараешься же аккуратно, короче. Город, конечно, это страшно, да, это опасно, это страшно, и ты себя чувствуешь некомфортно. На трассе уже, да, и в своем маленьком городке, мы когда приезжаем, она специально так рассчитывает время, чтобы мы приехали, еще по городку я своему проехался. Ну, специально просто там по центральному, по Мейн-стрит, да, там просто заехали, кружочек сделали. То есть, чтобы я тоже, ну, как бы чувствовал себя и в городе, да, уже комфортно, потому что все-таки, если я все сдам, то я буду кататься по своему городу, да, учиться там туда-сюда, в Лидл, там, в парк, туда-сюда, то есть ты будешь как-то активно ездить. Ну, то есть учитель, инструктор отличный. Английский, да, сложно, ну, как сложно. Переводчиком я не пользуюсь, ни разу не доставал. Нет, раз достал, когда мы припарковались, я не смог ей объяснить, что у меня на правах, на моих правах, на learner правах, да, где они, кстати, у меня написано Германия. То есть Germany, да, она такая, вау, ты из Германии, она, оказывается, тоже жила в Германии и работала, и пыталась со мной поговорить по-немецки, ребята. Но кто смотрел меня внимательно, знает, что я родился в Германии просто от того, что это было, да, ну, еще я Советский Союз, а мой батя был просто военным, и я там родился от того, что он там служил, то есть я родился, ну, то есть Германия была разделена на ФРГ, ГДР, да, я родился в ГДР, то есть на той части территории, где ее оккупировала или что там они сделали. Вот, если видно, он, видите, Германия, Germany. И вот я сдал ей, ну,
свои права, она их фотографировала, она, вау, это то все. Хотя я отправлял главному ихнему боссу, да, по WhatsApp фотографии, но она запросила еще раз, не знаю почему. Короче, это не важно, к тому, что я не смог ей объяснить, что я там родился, я там не жил, что мой отец был военным, то есть это было мне сложно все, она не могла тоже меня понять. И когда мы остановились, я просто взял в переводчике это перевел. Она, все поняла, типа, все нормально. То есть, что я просто там родился, я там жил, да, там, до 3 лет, даже до 2,5. То есть, я не немец, не имею никакого отношения к Германии. Я украинец, был, есть и буду. Как-то так. Следующий дальше мы продолжаем. Она меня начала, ну, показывать, да, рассказывать, уже ближе подготавливать к этому тесту, да, и вообще, ну, рассказывать, что будет там. И вот это все уже вот эти маневры мы делаем для того, чтобы уже я понимал, то есть на что рассчитывать. То есть я же говорю, что по трассе уже, если там по какому-то селу, маленькому городку, я себя уже могу, ну, нормально чувствовать, я уже понимаю, что и как. Когда, конечно, большой город, скопление машин, когда вот эти пробки, это, конечно, ну это, конечно, очень напрягает, это очень сильно вообще тебя дезориентирует, ты вот так вот со всех сторон что-то пикает, что-то жужжит, что-то бежит, где-то переходят дорогу. А вы знаете, как в Ирландии переходят дорогу, просто напролом, тебе нужно останавливаться там, сям, смотреть по этим зеркалам. Да, конечно, в большом городе это жесть. Для нового водителя это, конечно, такой большой стресс, я представляю, но это просто... Мне кажется, там нужно какое-то успокоительное после каждой поездки все-таки принимать, чтобы не сойти с ума, либо не психануть, либо не тупануть, потому что, ну, реально, это сложно. Это говорю я. Может, кому-то легко, он сел, взуло и обуло, и поехало, и все нормально. Есть такие примеры, мне там рассказывал человечек, что ни разу не ездил никогда, там вообще там чуть ли права не купил. Но это я рассказываю про Украину. Сел и поехал. Ну, ребята, Украина это одно. Это одно, там вообще там бывшие, да, все эти вот советские республики. Это одно, там можно купить, можно не ходить, сел, поехал, даже если нарушил, взятку дал и так далее. Это Ирландия, детка, тут так не работает. Тут должен ты в прямом смысле работать, маслать, учить, пытаться, чтобы сдать. То есть, понимаешь, ты должен заслужить эти права. Понимаете? То есть тут так, ты должен реально стараться, чтобы сдать тест с первого раза. Есть люди, которые с пятого не сдают раза, понимаете? Тогда есть даже такие люди, которые и теорию с пятого раза не сдают. Так что тут все сложно. Вот в прямом смысле тебе нужно учиться, работать, то есть пахать, чтобы стать хорошим драйвером, чтобы не получать постоянные штрафы и так далее. То есть тут все по-другому. Но с другой стороны, все корректные, все такие доброжелательные, все уступают друг другу. То есть большинство водителей здесь, ну, очень хорошо вводят, то есть и вот это вот, как сказать, к друг другу отношение, водитель к водителю, это очень хорошо, то есть и к пешеходам хорошо относятся, постоянно пропускают, никто там не включает сигнал, никто не пиликает, то есть, ну, не знаю, все позитивно. Меня везде, например, видят, да, букву L, то есть learner, ну, у нас это шашка наверху уж на машине. То есть никаких проблем нету, всех пропускает, меня постоянно пропускает, чтобы я вперед ехал, то есть никаких вообще проблем нету. Делал пару обгонов даже впервые на трассе, то есть обогнали 2 машины, потому что они ехали медленно. Она говорит, ну, давай как бы учись, там, поворотник туда, быстро обогнал, поворотник туда, то есть вы поняли, да, ну, и момент такой был, и еще мы когда ехали уже назад, я ехал 100 километров, ну, то есть соточку я выжил, то есть на трассе можно было, спид-лимит, да, был соточка, она говорит, давай, учись, давай соточку мне делай, прям, ну, типа, вот, давай сотку, и ей так вот именно там 95, там 98, 100, там, вы поняли, да, то есть держи скорость, крейсерскую скорость, давай, фух, ты шо, ну, конечно, ощущение прикольное, скорость, да, она именно так завлекает, тебе хочется именно какой-то адреналин ты получаешь, особенно на поворотах, ты так именно, ух, прям как какой-то, я не знаю, как это передать, но эмоции были позитивные. Вот на скорости даже как-то управляется, как-то оно легче, ты немножко раз, и оно оп, слушается. Когда едешь так вот, не знаю, 50-60, а если даже еще меньше, то вообще как-то все так оно туго, так долго, так как-то оно кажется тебе как-то, ну вот как-то неплавно. А на скорости все именно как-то плавненько так летит. Ну, мне понравилось, но обратно же, ребята, гонять я не собираюсь. Какой есть спидлимит,
такое и буду делать. Ты что? Нет, никаких там, не знаю, там 150 и так далее, я не знаю, это, ну, не для меня, точно не сейчас, то есть не сейчас вообще, потому что нужно вначале получить права, потом нужно еще обкатать, я еще не знаю, какую машину буду покупать, ясно дело, это будет автомат, потому что я прохожу все, ну, я буду получать права на автоматику, да, то есть мануал мне не хочу я ручную это, хотя мне все кричат, да ну не гони, лучше ручную сделай, потому что, ну, больше возможностей по машине, и ты с автомата не сможешь пересесть на мануал. То есть, ну, короче, я все равно решил, что автомат это все мое, потому что если на автомате мне, ну да, сложновато, да, представляете, постоянно выжимать это сцепление, переключать эти передачи, ну, с кем не общаюсь, говорят, да что там это делать, оно потом все на автомате. Понятно, но, ребята, мы же не сейчас не в Украине, ну, тут намного все сложнее. И английский язык, я его знаю, как говорится, ну, я могу, да, ответить, сказать, понять, но все равно не на том уровне, котором бы хотелось. Это мое мнение, то есть, так что я буду автомат, буду автоматчиком, как-то так. Что у нас еще? Тут у меня просто выписаны подсказки, да. Так, что реверс, задний ход я сказал, проверку нужно делать, да, в смысле mirrors и задние проверять полностью слепые зоны, разворот я сказал про развороты, парковку мы делали, да, то есть и вот это вот самое новое, это было вот этот вот разворот полукругом, обратно же не знаю, как он называется, и вот это считается один из самых трудных маневров, то есть тебе нужно четко, вы поняли, ты вот припарковался, да, там вот от поворота в метра 3-4. И вот тебе нужно задним ходом вот это жик вот так вот ехать, поворот идеальный должен же, и ты должен же к бордюру не дотронуться, не наехать на нее, не врезаться, то есть рядом вот так вот чик, должен четенько все сделать. А еще мы выехали на такую широкую улицу, широкую, то я рассказывал про разворот на узенькой улице, да, где тебе нужно прям руль выворачивать максимально в одну сторону, потом в другую, вы поняли, да, делать вот эти вот маневры. А то мы выехали на широкую улицу, и она сказала, что инструктор скажет, за 3 раза ты должен это сделать, за 3 раза, потому что широкая дорога, и ты должен обязан сделать за 3 раза. То есть вот, да, широкая дорога, ты просто выкручиваешь руль, да, максимально ты оп, потом оп, и все, ты уже повернуть должен. То есть три маневра, ты должен за 3 маневра. И, кстати, я вот это сделал. Ну, она говорит, ну это же изи, типа, понимаешь, что тебе получилось, ну, пойми, что типа, это легко, ты не радуйся, типа, так сильно, потому что это очень легко. Я говорю, ну, понятно, говорю, но для меня, типа, это, ну, делать это впервые, да, и сделать это с первого раза, для меня это важно, потому что, ну, извините, я поначалу даже тем же ручником не мог пользоваться, понимаете, правильно, потому что я нажимал на кнопку и поднимал его, а нужно просто поднять, да, это нажимать кнопку тогда, когда ты его уже отпускаешь вниз, то есть и мы раз покатились, вообще это было до этого, в предыдущих, я не, может, не рассказал, в предыдущих уроках, и я вот это делаю, и машина катится, я не пойму почему, потому что, ну, я зафиксировал, а оно не зафиксировалось, то есть я не зафиксировал, вы поняли, да, то есть это мой бог, и таких вот, как говорится, курьезов, да, недопониманий, потому что мой опыт, это первый опыт вообще вождения, вообще сидения за рулем, быть драйвером, быть водителем, то есть и там куча этих кнопок, еще этот, как его, Volkswagen, да, Golf, он какого, 18 или 19 года, он там нашпигован всякими кнопками, всякими приколами, то есть там полный же автомат, полная автоматика, а до этого просто у меня было пару раз, было поло, и оно было старей. А вот этот сейчас новенький, там прям ручник, да, такая кнопочка на панельке внизу, так чик просто и все. И он сам автоматом потом снимается с ручника, то есть там более проще, и, конечно, теперь проблем нет, ты просто кнопочку так вверх клоц, и все. Конечно, когда я езжу в такой машине, она комфортная, нормальная, удобная, вот, да, я говорю за Volkswagen Golf, то есть, обратно же, новых моделей, там, хотя бы с 18-17 года, да, не младше, как говорится, они там реально нашпигованы, все четко, там вообще, ну, полный фарш, как говорится, мне прям нравится, ну, вот круто, вот прям руль, там все, там, вот это все там приколы, там столько этих кнопочек, каких-то подсказок, там даже есть типа такой режим, что типа, чтобы ты ехал по линии, она там будет следить за линиями, чтобы ты не переезжал, там, короче, ну, прикольно, то есть, чтобы автоматика тебе помогала, это очень прикольно. Но обратно же, вот эта камера заднего вида, да, для того, чтобы там парковаться, делать, обратно же, реверс, да,
сам, ну, инструктор главный потом, да, ну, на тесте, он будет выключать, как говорят, что нельзя пользоваться этим, ты должен сам, типа, смотреть, высматривать и делать это сам правильно, потому что, ну, с таким успехом можно Теслу купить на автопилоте, да, нажать, и она сама тебе все это сделает, как говорится, так это не работает, ты должен сам, как говорится, ручками своими, глазками, своим мозгом, да, должен его напрячь и все вырулить правильно, сделать как надо. То есть, вот как-то так, вот 7-8 урок, я же говорю, по трассе уже, там, по маленькому городку уже все, больше уже запоминаю правила, потому что пару раз вначале тупил, да, и поворачивал направо, в смысле, ну, не по левой стороне, да, ну, были такие затупки, да, в этот раз была одна затупка, когда мы выезжали с города, и она говорит, типа, первый поворот, ну, типа, ну, тут же надо первый поворот, надо посмотреть, еще смотреть же за знаками, понимаете? А я на знак не посмотрел, ну, типа, она просто подсказывает мне, то есть, типа, мы возвращаемся домой, но нужно смотреть же, там написано мой город, да, и написано аж вперед, типа, едешь прямо, никаких поворотов. Она же мне первое это, я не смотрю, получается, на знаки и поворачиваю вперед, она хватает руль, нет, а я куда, я выворачиваю, короче, вывернул этот поворот. Ну, короче, она говорит, конфуз. Я говорю, ну да. Она говорит, ну ты же не посмотрел, надо было смотреть, типа, еще ж на знаки. Короче, ну я виноват 100%, это не обсуждается. К тому, что на дороге нужно быть на чеку везде. Вот просто ты должен быть вот так вот. Камера 360, твои глаза, твоя голова, вот так вот, 360 камера. Вы понимаете, да, чтобы везде все. Ну, я быстро развернулся, выехал и все. То есть никаких проблем, я же говорю, по городу уже очень много ездили по городу. То есть реально час по городу, кажется, как я не знаю, как по трассе, я не знаю, 3. Ты реально там столько остановок, столько поворотов. То есть, ну, эмоционально зарядился. То есть, ну и обратно уже сейчас, я говорю, уже руль даже легче держать. То есть твои руки не так напряжены. Первые разы просто там они потные эти ладошки, потные руки, ты в шорохе просто, ты в шоке. Вау, блин, мама, блин, забери меня отсюда. Но уже легче, уже проще. Я надеюсь, что дальше будет еще легче, когда куплю машину свою, то есть дам тест. То есть будем идти к этой мечте, оставайтесь со мной, ставьте лайк этому ролику, пишите комментарии, если вы тоже проходите обучение, как у вас оно проходит, что вы можете мне новое рассказать, посоветовать, какая у вас ситуация. То есть интересно узнать, что у кого, как происходит обучение, кому что трудно, у кого что получается, что нет. Так что пишите, давайте будем общаться и вместе идти к цели, к получению ирландских водительских прав. Это очень важно, потому что если мы хотим здесь остаться, да, здесь зацепиться, зафиксироваться, ирландские права будут не то что лишние, они очень нужны, поверьте. Даже я сейчас понимаю, что права даже важнее, чем язык тот же выучить, в прямом смысле. Потому что без машины сложно. Мы сейчас вот уже, да, развиваемся, ну, все больше и больше в стране, да, я понимаю, в смысле, интегрируемся, я понимаю, что без машины дальнейшая интеграция, она просто, ну, она зачахнет, потому что найти работу лучше машина, путешествовать машина, шопинг машина, поехать к друзьям машина, там, на пикник машина, потому что здесь общественный транспорт не развит, такси дорогое. То есть машина это спасение, это твои колеса, это твои ноги, это, ну, реально ты с машиной тут более свободный, то есть ты в прямом смысле ты не в клетке, ты реально свободен. То есть, ну, видите, поначалу я думал, что можно все-таки как-то на общественном транспорте как-то что-то двигаться, да, путешествовать. Не, нифига, это очень сложно, очень затратно, и по времени очень плохо все здесь с расписанием автобусов. Они постоянно опаздывают, то их отменяют, то есть все сложно. Лучше иметь маленькую машинку на семью одну, не нужно что-то грандиозное, тем более первая машина. И все, сел, поехал. Машинка, чтобы мало кушала бензина, чтобы дорожный налог был поменьше, да, то есть, чтобы объем был хотя бы меньше 2 литров обязательно, не нужно нам какие-то гигантские мощности и так далее. И, конечно, первая строка будет дорогая, априори ты не можешь ничего сделать, но потом она будет падать, падать, падать и упадет до того минимума, и потом уже можно менять и машину, и думать что-то другое. Короче, обратно заговорился, как-то так. Еще раз повторяю, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарии. Кого есть желание, становитесь моим спонсором. Для вас будут эксклюзивные ролики. Не стесняйтесь. Всем добра, позитива. Всегда на связи.